Должно стать очевидным, почему такие вещи, как порнография и интенсивность порнографии, могут негативно влиять на романтические и сексуальные взаимодействия в реальном мире. Это вызывает серьезную озабоченность. Сейчас как раз идет дискуссия по этому поводу. Теперь ты понимаешь лежащие в основе этого нейробиологические механизмы. И я говорю это вовсе не для того, чтобы выносить суждение о том, нравится людям порнография или нет. Это дискуссия с точки зрения этики. Это моральная дискуссия, которая должна решаться для каждого отдельного человека в силу возраста и так далее. Но опять же, любая деятельность, которая вызывает сильное высвобождение дофамина, затруднит достижение того же уровня и, безусловно, более высокого уровня дофамина в результате последующего взаимодействия. Так что да, действительно, многие люди пристрастились к порнографии. И да, действительно, многие люди, регулярно увлекающиеся порнографией, испытывают трудности в романтических отношениях в реальном мире. К счастью, большинство людей не испытывают и не стремятся к огромному повышению уровня дофамина, приводящему к такому серьезному снижению исходного уровня. Однако у многих людей это происходит, и именно это мы называем зависимостью. Когда кто-то употребляет наркотики или занимается какой-либо деятельностью, это приводит к огромному повышению уровня дофамина. А теперь ты понимаешь, что после этого уровень дофамина падает из-за истощения запасов дофамина, который легко высвобождается, и дофамина буквально не остается рядом, чтобы высвободиться. И поэтому люди чувствуют себя довольно паршиво. И многие люди совершают ошибку, когда затем снова прибегают к вызывающей дофамин активности или веществу, высвобождающему дофамин, ошибочно полагая, что это приведет к повышению их исходного уровня. Это снова приведет их к тому, что они достигнут того пика популярности. Это не только не дает им достичь пика, но и их базовый уровень становится все ниже и ниже, потому что они все больше и больше истощают запасы дофамина. И мы наблюдали это снова и снова. Когда люди становятся зависимыми от чего-то, они вообще не получают большого удовольствия. Это можно увидеть даже на примере видеоигр. Люди будут играть в видеоигры. Им это очень нравится. Для них это очень увлекательно, и тогда они будут продолжать играть и играть. И при этом происходит одно из двух событий, как правило, и то, и другое. Во-первых, я всегда говорю, что зависимость – это постепенное сужение круга тех вещей, которые приносят тебе удовольствие. Поэтому часто случается так, что человек испытывает только возбуждение и может добиться выброса дофамина в той же степени, совершая именно это поведение, а не другие виды поведения. И поэтому он начинает терять интерес к учебе. Они начинают терять интерес к отношениям с другими людьми. Они начинают терять интерес к физической форме и хорошему самочувствию, что приводит к истощению их жизненных сил. И в конце концов, как правило, происходит то, что в результате этой деятельности у них также перестает выделяться дофамин. И тогда они впадают в довольно серьезную депрессию. И это состояние может стать очень тяжелым, и люди совершают самоубийство из-за такого рода активности. А как насчет более типичного сценария развития событий? А как насчет сценария, в котором кто-то действительно хорошо работает в течение недели, занимается физическими упражнениями в течение недели, выпивает по выходным? Ну что же, этот человек употребляет алкоголь всего 1 или 2 вечера в неделю, но часто этот же самый человек будет повышать уровень своего дофамина с пищей в середине недели. Теперь нам всем нужно есть, и очень приятно есть те продукты, которые нам нравятся. Я определенно так и поступаю. На самом деле я очень люблю вкусно поесть. Но давайте предположим, что они едят продукты, которые действительно вызывают сильный выброс дофамина в середине недели, а также пьют 1 или 2 дня в выходные. Они относятся к тем типам людей, которые усердно работают и усердно играют. Так вот, в середине недели они тоже проплывают пару миль по океану. Один раз в выходные не собираются пойти куда-нибудь потанцевать. Похоже, у них довольно-таки уравновешенная жизнь, как я ее описываю. Вот в чем проблема. Проблема в том, что дофамин вырабатывается не только в результате одного из этих видов деятельности. Дофамин вырабатывается в результате всех этих видов деятельности. А дофамин – это одна из валют страстного желания, мотивации, желания и удовольствия. Существует только одна валюта – дофамин. Так что даже при том, что если ты посмотришь на эти мероприятия, то скажешь, что они проводятся только по выходным, или же это происходит всего пару раз в неделю. Если бы ты рассматривал дофамин просто как функцию, как химическую функцию пиков и исходных уровней, то мог бы понять, почему этот человек после нескольких лет упорной работы и напряженной игры сказал бы: «Да, ты знаешь, я чувствую себя немного перегоревшим. Я просто не чувствую, что у меня уже нет той энергии, которая была у меня несколько лет назад». И, конечно же, существуют возрастные причины,
причины, по которым люди могут испытывать упадок сил. Но часто то, что происходит, вовсе не является каким-то нарушением клеточного метаболизма, связанным со старением. Дело в том, что они повышают уровень дофамина с помощью такого количества различных видов деятельности в течение недели, что их базовый уровень постепенно снижается. И в данном случае это может быть очень незаметно. Это может быть очень незаметно, и на самом деле это очень зловещая функция дофамина, можно сказать, которая заключается в том, что он часто может незаметно снижаться. Но затем, как только он достигает порога низкого уровня дофамина, мы просто чувствуем, что больше ни от чего не можем получать удовольствие. То, что раньше работало, больше не работает. Так что это начинает очень походить на более тяжелую зависимость или более острую зависимость от таких вещей, как кокаин и амфетамин, которые приводят к резкому увеличению уровня дофамина, а затем к очень резкому снижению исходного уровня. Сейчас, конечно же, мы все должны заниматься теми видами деятельности, которые доставляют нам удовольствие. Я определенно так и поступаю. Каждый должен это делать. Огромная часть жизни состоит в том, чтобы заниматься теми видами деятельности и вещами, которые нам доставляют удовольствие. Главное — понять эту взаимосвязь между пиками и базовыми показателями и понять, как они влияют друг на друга. Потому что как только ты это сделаешь, ты сможешь начать делать действительно правильный выбор в краткосрочной и долгосрочной перспективе, чтобы поддерживать свой базовый уровень дофамина. Может быть, даже повысить этот базовый уровень дофамина и по-прежнему достигать этих пиков, и по-прежнему испытывать эти чувства повышенной мотивации, повышенного желания и жажды. Потому что, опять же, именно эти пики и наличие достаточно здорового высокого базового уровня дофамина являются движущей силой эволюции нашего вида, а также действительно являются движущей силой эволюции жизненного пути любого человека. Так что это очень хорошая вещь.